Привет, дорогие зрители моего канала. С вами, как всегда, эксперт в мире шоу-бизнеса Наталья Соколова. И сегодня у меня для вас новость, связанная с актрисой Глафирой Тархановой. Помните ее по сериалу «Громовы» и многим другим? Так вот, в свои 41 она решилась на то, чего категорически не хотела делать еще год назад. Многодетная мама 5 детей, которая буквально год назад родила дочь Лукерью, решила все-таки сходить к косметологу. Напомню, что раньше она говорила: кому надо, тот и пусть подкачивает, а я пока не готова. Но, видимо, времена меняются. Она даже раньше философствовала. Откуда вообще у людей берутся мысли, что что-то нужно подправить, улучшить, увеличить, подогнать под стандарт красоты? Хотите узнать истинную причину ее похода к косметологу? Сейчас я все расскажу. Но для начала обязательно подпишитесь на канал, досмотрите новость до конца. Потому что там я расскажу вам, какие именно процедуры она сделала и, самое главное, какой результат получила. И, кстати, хотите узнать, как связаны имена детей Глафиры с ее собственным? Тогда точно смотрите до конца. Поверьте, вам будет интересно. Итак, врач-косметолог Софья Тететь опубликовала в своих соцсетях фото актрисы до и после. Она серьезный специалист, дерматолог и челюстно-лицевой хирург, который специализируется на естественной косметологии. Глафире сделали 2 инъекции в скуловые мешки и брыли. Это те самые зоны, которые всегда предательски выдают наш возраст. Плюс Глафира настолько разошлась, что решила поставить филлеры в проблемные области. Все это прошло за 1 день, без операции и длительного восстановления. Именно поэтому результат получился таким натуральным. А вот что интересно, еще в начале лета Глафира с юмором показывала себя без фильтров в старческом гриме, демонстрируя свои глубокие морщины. Она не боялась критики и была за естественность. А что же изменилось за эти 2 месяца? Как призналась сама актриса, у нее появилось больше съемочных проектов, плюс забота о 5 детях, и результат, как говорится, налицо. Как она сама выразилась, оно у нее просто поплыло от усталости и возрастных изменений. И действительно, график у нее очень плотный. Представьте, уже на 10-й день после родов она отправилась на гастроли с малышкой на руках. Вот это нагрузка. Результат? Честно говоря, Глафира не сильно изменилась. И, слава богу, не стала выглядеть как совершенно другой человек. Но зато заметно, что у нее исчезли следы усталости. Кожа стала более свежей и напитанной. Ушли неровности по линии челюсти и отечность под глазами. При этом врач обещает, что такой эффект продержится от года до 2, а мимика останется естественной. То есть Глафира просто стала выглядеть как хорошо отдохнувшая версия себя. А знаете, как на это отреагировал муж Глафиры Алексей Фадеев? Сейчас тоже расскажу. Кстати, он, как и она, актер и даже имеет звание заслуженного артиста России. Они познакомились в 2005 году на съемках фильма «Главный калибр» и с тех пор неразлучны. Их брак считается один из самых крепких браков в российском шоу-бизнесе. Они вместе уже 20 лет. Так вот, Алексей полностью поддержал решение жены. И вот обещанная изюминка про имена детей. У Тархановых растут 4 сыночка и лапочка-дочка. Помните этот добрый советский мультик? 4 сыночка и лапочка-дочка. Все их дети с необычными именами. Корней, Ермолай, Гордей, Никифор и малышка Лукерия. Имена выбраны не просто так, а взяты из древнегреческих, которые встречаются в русской литературе. А вот еще один забавный факт про связь имен. Дедушка Глафиры, когда она появилась на свет, составил целый список имен для внучки и сказал ее маме: «Любое, но только не Глафира». Соответственно, дедушка предоставил списки, все что угодно, только не Глафира. В те времена выделяться было дурным тоном, и он утверждал, что такое имя испортит ей жизнь. Но женщина ослушалась отца, и теперь у нас есть звезда с интересным и очень красивым греческим именем, которое, кстати, означает «изящная». По иронии судьбы, Глафира продолжила эту семейную традицию редких имен. Сейчас, конечно, все иначе. Такие имена уже не редкость. А что вы думаете о преображении актрисы? Напишите в комментариях. Поддерживаете ли вы решение Глафиры сделать косметические процедуры? Или считаете, что нужно стареть естественно? И не забудьте поставить лайк, если новость была интересной. Глафира Тарханова – это прекрасный пример того, как жизнь меняет наши взгляды. То, что мы еще вчера категорически отвергали, уже сегодня становится необходимостью. Всем желаю подольше сохранять естественную красоту, а если уже в зеркале вы начинаете себе не нравиться, то главное найти грамотного специалиста и не переборщить. Благо примеров сейчас предостаточно. До скорых встреч!